Приветствую всех любителей вкусной и полезной еды. Лето – это пора кабачков. Не упустите возможность создать кулинарный шедевр из них. В этом видео я расскажу, как приготовить вкуснейшее и простое блюдо – фаршированные цветки кабачков в кляре. Список всех ингредиентов и их количество вы найдете в конце видео, а я начну готовить. У меня сегодня цветки кабачков, можно использовать цветки тыквы. Цветки нужно подготовить. Ножницами отрезаю кончики цветка. Затем аккуратно, чтобы не повредить нежный цветок, слегка раскрываю его и пинцетом достаю пестик. Если нет пинцета, то возьмите чайную ложку и черенком, или понятнее будет сказать ручкой, отломите пестик. Также ножницами отрезаю ножку цветка, оставляя 3-4 см, чтобы было за что держать цветок. Затем также аккуратно цветки нужно промыть и просушить. А пока они просохнут, я приготовлю начинки. Их у меня сегодня будет две. Первая с сыром фета, а вторая с моцареллой и хамоном. Итак, для первой начинки разминаю сыр фета вилкой. Вместо феты можно взять творог, только его нужно перетереть через сито или пробить погружным блендером, чтобы масса получилась однородной. Затем добавляю сушеный базилик, свежемолотый черный перец и выдавливаю зубчик чеснока через пресс. Перемешиваю. Соль я не добавляю, так как сыр фета уже солоноватый. Если вы будете использовать творог, то обязательно подсолите. Мне еще нравится легкая остринка в начинке, поэтому я добавлю немного хлопьев перца чили. Еще раз все перемешаю и переложу начинку в кондитерский мешок, чтобы удобнее было фаршировать цветки. Вас может заинтересовать удивительно вкусный рецепт жареных кабачков в хрустящей панировке. Гурманы будут в восторге. Видео с рецептом вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Для второй начинки я использую рассольную моцареллу и хамон. Нарезаю хамон маленькими кусочками. Моцареллу я заранее достала из рассола, чтобы не было лишней жидкости в начинке. Нарезаю ее маленькими кубиками. Затем соединяю с хамоном и перемешиваю. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Вторая начинка тоже готова. Теперь кляр. Вбиваю в миску 2 яйца. Добавляю соль и хорошенько размешиваю все венчиком до однородности. Затем добавляю свежемолотый черный перец, вливаю молоко и всыпаю муку. Перемешиваю массу, чтобы не было комочков, и кляр готов. Он не очень густой, так как цветки нежные и много теста на них не нужно. Я на пробу окунаю пустой цветок в кляр. Кляр ложится тонким слоем и прекрасно держится. А теперь давайте приступим к волшебству. Начнем фаршировать цветки. Удобнее всего это делать при помощи небольшой бутылки. Вставляю в горлышко цветок, он отлично держится и его удобно фаршировать. Немного приоткрываю цветок и выдавливаю из мешка начинку примерно до середины цветка. Как раз до того места, где лепестки отделяются друг от друга. Смотрите, как удобно и аккуратно. Закрываю цветок и немного подкручиваю листики, чтобы закрыть начинку. Фарширую остальные цветки. Одна начинка готова.
Вторую начинку я также переложила в кондитерский мешок и начинаю наполнять оставшиеся цветки. Технология такая же. А еще часть цветков я оставлю пустыми и также поджарю в кляре. Разогреваю растительное масло. Обмакиваю цветки в кляр, держа их за ножку. Это очень удобно. Обжариваю со всех сторон до румяной корочки на средней мощности плиты. Готовятся цветки очень быстро. Достаю их на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Обжариваю остальные и сразу пробую. Давайте разрежем и посмотрим. Очень нежные, сочные, ароматные. И в горячем, и в остывшем виде цветки очень вкусные. И я даже не могу выбрать, какая начинка мне больше нравится, поэтому готовьте сразу две. А мне сегодня понадобилось для первой начинки цветки кабачков, сыр фета, чеснок, соль, перец, сушеный базилик и перец чили. Для второй начинки хамон и моцарелла. А для кляра 2 яйца, 100 мл молока, 80 граммов муки и пол чайной ложки соли. Друзья, я уверена, что этот рецепт станет вашим летним хитом. Приготовьте фаршированные цветки кабачков в кляре, порадуйте себя и своих близких необычным, вкусным и полезным блюдом. Мои любимые рецепты блюд из кабачков смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!